Здравствуйте, дорогие зрители и гости канала. В этом видео я расскажу о создании необычного проекта и использовании материалов для создания уникальных кастомов. Напоминаю, что это не видеоурок, а только лишь обзор процесса создания перекраса. В сопровождении обзора на экране будут показаны моменты работы с определенными частями фигурки, а также референсы к ним. В качестве базы я взяла заводскую фигурку фирмы Collecta. Молот калейдостальского жеребца выделяется среди прочих моделей этого производителя своей динамичностью и размерами. Жеребец достаточно крупный и выходит за рамки идеального показателя своего масштаба. К сожалению, видеозапись процесса мы начали не с начала работы, поэтому часть я буду рассказывать, показывая на заводской модели. Перед работой с любыми моделями необходима обработка и преппинг. Сюда входит удаление заводских швов и иного брака, удаление логотипа заводского штампа компании-производителя, а также удаление заводского покрытия. Чтобы убедиться, что преппинг завершен, необходимо покрыть фигурку акриловым грунтом. Можно или аэрозолью, или кистью. Этот этап позволяет выявить все недочеты. При этом желательно использовать грунт, который легко поддается опилу и шлифовке. После преппинга следует уже завершающий и выравнивающий слой грунта. Перед покраской нам необходимы референсы. Для лучшей передачи масти с референса на фигурку он должен иметь хорошее разрешение, без различных эффектов и фильтров. После выбора референса я наношу первый слой акрила. Это придает базовый цвет модели. Таких слоев мне понадобилось около 5. Каждый слой должен быть тонким, без разводов и больших скоплений краски. Как только базовый цвет просох, мы приступаем к нанесению оттенков. Для этого я использую пастель. Хлопающими движениями мягкой кисти для макияжа придаем оттенки нашей модели. Обычно от светлых я перехожу к темным. Главное избежать зернистости. Зернистость – это скопление яркого контрастного цвета на выступающих участках модели. После завершения нанесения пастельных оттенков делаем покрытие матовым лаком. Ждем полного высыхания, рисуем пятна акрилом. Это происходит постепенно, обычно где-то слоев 10. Для придания пятнам пушистости используем все тот же акрил и кисть с маркировкой 0. Переходим к проработкам. Белые щетки – это скучно и однотипно, поэтому для детализации я использую оттенок путем смешивания золотой охры и белого акрила. Наносим акрил по ходу развивающихся щеток. Для копыт я использовала другой референс. Здесь работает только ваша фантазия и талант. Повторяем роспись, выделяя разные оттенки. После высыхания покрываем матовым лаком для закрепления. Ноздри и линия рта требуют отдельной проработки. Складки вокруг рта я обычно выделяю чуть более светлым оттенком акрила. Ноздри согласно референсу. Самая сложная часть работы – это глаза. Черные заводские глаза не выделяются на фоне лошади. Поэтому мы создаем нечто новое. Попробуйте поискать понравившийся вам референс глаз в интернете. Свое вдохновение я взяла с данной фотографии. Для начала я наношу акриловый грунт для высветления области. После высыхания следует базовый оттенок, а далее проработка радужки глаза и зрачка. Добавление блика и завершающий слой матовым лаком. Выделение ноздрей, глаз и копыт глянцем. И готово. По итогу у нас получился вот такой очаровательный мальчик. Спасибо за просмотр и ожидание видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам такой формат видео. Еще больше информации вы сможете найти в нашей группе ВКонтакте. Ссылку на нее я оставлю в описании. До новых встреч!